Приветствую вас, мои дорогие РД. С вами ваша Иная. Сегодня мы рассматриваем такое интересное послание высших сил, я бы сказала. Вчера мы проводили практику на горе Химера. Жреческая практика, в которой одним из моментов была такой вот практика в практике. То есть нам разрешили подключить готовых, можно сказать, тех, кто готов вот из нашего окружения к пятой мерности, к матрице пятого измерения. Это было нам очень необычно слышать от учителей. Мы удивились сначала, даже смутились. А действительно ли мы имеем право на это? Можем ли мы это делать? Не показалось ли нам, что это действительно требуется от нас? Но потом мы решили, что надо идти по воле высших сил, раз идет такая информация, мы доверились, и каждый из нас, вот чей образ возник, да, вот первый образ того человека мы подключали к матрице 5D. Уникальный был опыт, мы под впечатлением, конечно, остались, много еще будет выводиться на сознание, но интересно же совершенно здесь другое. Оказалось, что люди, которых подключали, они это почувствовали. И вот мы получили, собственно, подтверждение, и нам пришло такое сообщение от одного человека, которого подключили. Прочти, пожалуйста, что тебе пришло на телефон. 15 единиц, из них некоторые просто написаны в степени, причем этот человек точно не знает, как писать такие числа, да и я не знаю. То есть единица в степени 1. В степени 1 и 11 кое-где, 15 единиц. Дальше текст. И в этом случае я не знаю, что делать с этим миром и как я буду. За этим следует 6 единиц, и что я 1. И опять единица. Да. То есть вот такое послание, 15 единиц, потом еще раз 6 единиц. 6 единиц, 1 И единица. Мы знаем, что единица, кроме того, что это маг, естественно, в значениях аркана Таро. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что единица – это начало, это инициация, можно так сказать, а кроме того, это код матрицы, один из кодов матрицы. Потому что матрица с нами разговаривает именно числами. И вот когда нам приходят послания, в которых есть цифры, мы уже понимаем, что это матричные какие-то алгоритмы, что-то меняется. В общем, нам визуализировали, что когда человека подключают к 5D матрице, он это ощущает, и ему информация начинает идти кодами. И в данном случае это код инициации. Но мы хотим спросить у высших сил, что значит это послание, как правильно его трактовать. И дело в том, что этот человек говорит, что он не писал это сообщение, он его увидел в планшете, в моем контакте утром и решил мне отправить. То есть, получается, это сообщение непонятно, кто написал, и человек просто проснулся, увидел его, он совершенно не помнит, чтобы он это писал, и просто отправляет, потому что, ну, как бы интересно, что это вообще, да, чтобы поделиться. А на самом деле даже вообще не понимает, откуда это взялось в его планшете. Это потрясающе, конечно. Итак, вопрос высшим силам. Что значит это послание? Мы, конечно, под впечатлением от горы Химера остались. Так, что значит это послание? Геба и Эйвас. Ну, во-первых, действительно, здесь проощущал человек вот этот момент инициации, подключения. Это послание как будто бы согласие духа на подключение. Единственное, что в этом послании есть некая такая вот раздвоенность, что я не знаю, как теперь мне с этим жить. То есть послание зашифровано, что а делать-то что? То есть я изменился, жизнь моя изменилась, а как с этим жить, что делать? Вот здесь вот как будто бы требуется от человека уже как бы дух инициирован, и душа должна дать свое согласие. То есть здесь это послание души на то, что
чего же ты хочешь на самом деле. Здесь как будто бы ожидание какой-то структуры, вот высшая структура, она уже согласна, да? А вот какая-то более низшая структура, она еще принимает решение. И это кризис в плане безвременья, да, в плане того, что как будто бы наполовину. То есть я чувствую, что какая-то часть уже да, а какая-то часть еще нет. И это как будто бы, не хочу сказать, что это наполовину, а я хочу сказать, что это, ну, как будто бы 2 раза да, надо сказать, что-то такое. То есть мы, когда подключали человека, мы увидели его пробужденную часть. Но в нем есть еще какой-то непробужденный фрагмент. И мы не можем нарушать свободу выбора этого непробужденного фрагмента. А как это сделать? Сам человек оставляет ему возможность, некоторое время ему дает на выбор. То есть дальше человек становится как вот в эту зону, где он должен либо отказаться, либо пойти. И это кризисно, да. Это же, кажется, ты шагаешь куда-то совершенно новое что-то. Да, Эвос, скачущий конь Одина между мирами. Да, Ингус, переход на новый уровень. Вот она, история, вот она в чем. То есть, смотрите, получается, что да, нам дают, мы имеем право подключать. Почему? Потому что последнее слово все равно за человеком. Мы не нарушаем его свободу выбора. Мы ему даем возможность, мы его соединяем. Та часть, которая готова, она говорит «да» и соединяется. Та часть, которая не готова, она делает свой прыжок веры. Либо не делает. Сейчас я хочу посмотреть, что значат эти единицы еще и в степенях. То есть я четко вижу двойственность. Как будто бы сознание человека частично согласно, частично нет. И так будет у всех отчасти, да, мы все немножечко отчасти. Все части должны сказать да. Так, что значит единицы? Четверка монет. Солнце. Тройка жезлов и дьявол. Да. Интересно идет. Нам тоже опять показывают вот эти вот 2 части, как будто бы существует реальность. Сказать. Я сейчас вижу, как будто бы между матрицами 3D и 5D устанавливается некий как лифт. По энергетике этот лифт выглядит как единица. То есть вот этот вот канал перехода сам между 3D и 5D, он как будто бы, почему-то этот поток, он выглядит как вибрационный. Его можно кодировать как 1. Да, это переход. Переход совершенно в другое состояние, вот в состояние гармонии и любви. Но это как-то без выхода из тела. Вот я как будто бы вижу лифт.
То есть, как это объяснить? Как будто бы материя принимает новые коды 5D реальности, и это больше инициация для материи, ну или как для низшего сознания, как для эго, может быть. То есть это инициация для той части, для которой это идет пока как одухотворение. То есть эти единицы касаются неодухотворенной части сознания, которая еще цепляется за какие-то шаблоны. Это единица как инициация любовью, как встреча вот этого потока нового. Даже так, как встреча со своим высшим Я. Как вот говорят же, что у нас есть монада, высшее Я, да, вот это ощущение встречи со своим высшим Я. Это коды единства. Это все, что вот исходит из источника. То есть вот эти единицы – это как источник. То есть человек встретился с собой фактически, со своим источником, с монадой, с сутью, с первопричиной, первоосновой какой-то, которая пронизывает, да, все миры, все, вот, выход на причину какую-то свою. Вот сокровище души. Это встреча с собой. Это все равно, что сказать «я». Вот эти единицы – это все равно, что «я». Кто я? И ощущение себя совершенно в новом качестве. Вот на обороте свобода. То есть выход за лимиты, за пределы, за те концепции, которые, вот тут 15-й аркан, то есть мы что-то знаем о себе, но мы с этим знанием больше не можем жить. И чтобы нам приходится как будто бы растождествляться с очень многими концепциями для того, чтобы услышать реально голос своей души. Это кризисно для человека, потому что, ну, например, ты знаешь, что ты такой-то, такой-то, да, тот-то, тот-то, а оказывается, это не ты. Тут вот какая-то выход из иллюзии о себе самом и осознание себя истинного. И вот эта свобода от концепций, она тревожит. Как я буду с этим жить теперь? А кто я? Но потому что вот это высшее Я, оно неопределимо. Его нельзя как-то вот описать словами. И тот, кто познает свое высшее Я, он обычно ничего не может о себе сказать. Я – это я тот, кто я есть. Ну, в общем, здесь абсолютно невозможность двигаться с этим сознанием дальше и понимание того, что я есть свет, я есть любовь. Но это как энергия, это как-то невозможно описать словами. Еще какая-то информация, что вот эти вот степени, единица в степени 1. И 11. Да, и 11. Здесь какие-то, будто бы вот эта любовь, как энергия, да, на которой строится весь мир, из которой создаются, ткутся миры, как ткань мироздания, она обретает совершенно другую плотность. Вот эти вот степени, они как будто как другие уровни, более утонченные уровни восприятия любви, материи. Ну, для меня любовь – это материя, это ткань мироздания.
это все, из чего состоит наш мир, он состоит из любви. 8 воздуха, тупик, кризис, прорыв. Посмотрите на то, что происходит под другим углом, может в этом развитие. Да, это вот как раз очень кризисно. То есть все не такое, все какое-то непривычное, все какое-то необычное. Это так как-то странно. Весь мир вообще кажется странный. Это ощущение зазеркалья, вот как будто я сижу в какой-то банке, а вокруг меня что-то происходит, я ничего не слышу звуков, я никак не участвую в этом. Мне в этом надо как-то жить, а зачем? Да? Это состояние надмирности. Да, 2 воздуха, общение, дружба и партнерство. Найдите общие интересы или создайте что-то, что может вас объединить. Тогда душа выходит, у нее задача найти своих РД, родственные души. То есть иначе нет сцепки. То есть если ты в таком состоянии останешься один, ты реально вываливаешься из реальности в какое-то отшельничество, отщепенчество. То есть теряется смысл, получается. Мы же пробуждаемся не для того, чтобы выпасть из социальности, да, какой-то. Но здесь реально выпадает человек, по крайней мере, на какое-то время. Здесь идет понимание, но очень меняется окружение. У таких людей вот выпадает, он как будто бы вываливается из одной реальности, его окружение обязательно меняется, какие-то люди другие появляются. Что-то такое должно произойти. Наверняка кто-то уже, кто смотрит, это уже переживал. Много людей переживали что-то подобное. То есть получается, что подключение к 5D, оно вот такое. Оно похоже на вот это, то, что я сейчас описываю. Потому что многие люди спрашивают, что такое подключение к 5D, я подключен, не подключен, да? Но вот это вот состояние, когда ты вываливаешься из реальности, у тебя идет мощная переоценка ценностей, ты с одной стороны вспоминаешь себя, с другой стороны ты свободен, с третьей ты не заякорен, оказываешься. И бывает такой вот этот вот страх на самом деле, который возникает, вот этот кризис, который возникает внутри, он на самом деле нужен человеку для того, чтобы сделать этот переход плавным в теле, чтобы это все прожить, да, чтобы дать себе время на переход, на адаптацию, да. Но это как будто бы тебя несет какая-то, не знаю, американские горки, да, и ты просто в какой-то момент чувствуешь, что нет, я так больше не могу, мне нужно медленнее, то есть это уже чересчур, да, и вот это вот состояние, что я хочу медленнее, да, потому что энергии 5D очень быстрые, и тебя реально закручивает в такой крендель, что тебе хочется, а можно чуть помедленнее как-то. Причем это же необъяснимое чувство, это где-то внутри, это не то, чтобы снаружи, это где-то внутри. И это так болезненно может быть. И главное, об этом никому не расскажешь, но это поймет только РД. Тот, кто проходит это вместе с тобой, да, будет проходить. То есть надо искать свои родственные души. Хираэт, тоска по дому, стремление к звездам. Ну да, мама, роди меня обратно. То есть здесь вот это состояние, кто я, зачем я здесь, куда я иду. Да, вот это вот состояние подключения к пятимерной решетке. Все пути ведут домой, даже наоборот. Внутренняя сила, интуиция, прислушайтесь к себе. Ну вот кроме себя никого и не хочется, в принципе, слушать. Ты становишься для себя самого целитель, учитель, да, наставник. Так, какой бы вопрос задать? Давай.
Для жрецов еще вот этот момент, какой-то у нас там был такой важный. По подключению людей. То есть сейчас очень многие люди обращаются, там идет, то есть давай расшифруем сам процесс подключения, что он из себя представляет, потому что мы когда практику проходили, ну это было несколько секунд, вот этот весь процесс, и мы почти не успели осознать, что это было. Как выглядит подключение к 5D матрице, если замедлить очень сильно и осознать, что это. Так, Эвос и Урус. Ну, это вообще действительно очень быстро, могу сказать. А это, как показывают, соединить два провода. И прям вот когда подключение происходит, то прям вот я вижу, как коротит, как два провода коротит. И такой мощный энергетический какой-то импульс пробегает. Прям по телу, по всему. То есть это чувствуется в теле, в психике, в сознании. То есть могу сказать так, что подключение не заметить физически невозможно. Как-то это будет очень... Но это кризисно достаточно с точки зрения того, что человек говорит, что я могу больше. Он ставит себе новые цели, перспективы. Он еще не знает как, чего, что, но он говорит, я могу больше. Кто ему это сказал? Как это? Вчера не мог, сегодня могу. Вот это вот подключение так сказывается. Солнце. Да, и Дагас. Ну вот человек новую программу берет. Какая-то идет распаковка, то есть, не знаю, там, новая, не новая, но распаковывается его истинная программа, его новое, его предназначение, ну для него это новое. Он мог этого всего не помнить и не знать. У него расширяется сознание. Савелла и Дагас это просто вау-эффект в сознании, то есть у него подключаются новые клетки прямо мозга, да, активируются, расширяется сознание, вспоминается. Очень масса информации о себе, то есть человек просто понимает, что ну, он великий. Он сюда пришел с какой-то великой миссией, с большой целью. Вот такая могучесть. Ну, а в жизни, на бытовом уровне, ну, он все меняет буквально все. То есть он действительно делает то, что раньше не делал. Это вот, как говорят у некоторых людей, если пересадка органов или переливание крови другого человека влияет на его психику. Вот такое впечатление, что человеку подсадили там, чужое сердце, да, ему, или там мозг там. То есть у него просто настолько изменения, квантовая перемена в личности, в сознании происходит, что, ну, наверное, близкие могут сказать, ты, наверное, все, кто попал. Ну, потому что человека меняет, просто на глазах он меняется, и с ним, ну, того прежнего уже просто нет. Где-то нет его, и все. Его нет. Четверка жезлов. Паш монет. Восьмерка чаш и пятерка мечей. Ну, кризисно, да. Состояние, вот, с одной стороны, я знаю,
теперь о себе больше, чем раньше, я могу больше, чем раньше. С другой стороны, начинается тяжелый период выхода из вот этой вот реальности, когда надо сказать прошлому «до свидания». Ты не можешь уже больше в этом жить. 6-й аркан влюбленные. Ну вот это состояние, выбираешь ты сердцем, выбираешь ли ты какими-то еще оставшимися концепциями, что ты выберешь. Вот здесь опять у нас ситуация, когда душа имеет возможность вернуться в прежнее состояние. То есть как бы нам опять показывают, что это такой момент, когда по всему телу проходит волна инициации, но это не факт, что человек обязательно дальше будет, получается, в этих вибрациях находиться. То есть так получается, что можно выпасть, можно как подключиться, так и отключиться, получается. Облегчение. Облегчение и ясность могу положить еще. Вот такое. Но вот все равно фонит, что душа начинает искать своих. Вот с этого момента какое-то коды единства идут, сердце раскрывается. Единственный выход для такого человека – это во что бы то ни стало найти свой РД-поток. Так ему легче, так ему проще, так ему понятнее. Но это вот как последствие. А вообще вот сам процесс – это как молитва, может быть. Это что это еще может быть? Это как рука помощи, дружбы. Это когда кто-то тебе протягивает руку из твоих близких родственных душ. То есть нам в любом случае показывают преемственность какую-то. Здесь я не вижу такого, чтобы вот ты и вот решетка. Это какая-то цепь сознания, это какая-то преемственность. Ну вот по 6-му аркану влюбленные и работает наша группа. Поэтому ничего удивительного, что нам сказали, подключайте людей. Это очень бережный процесс, такой интимный даже, я бы сказала, сакральный, наподобие рождения нового ребенка. Потому что реально человек ведь перерождается, он рождается в новом качестве. У него весь мир меняется, сознание меняется. Внутренняя земля. Вы переживете это, новые решения и начинания. Ну вот я и говорю, весь внутренний мир человека преображается. Это внутренние перемены. Они потом, конечно же, повлекут перемены внешние, но они настолько заметны, эти внутренние перемены, что это прям революция может быть для человека. Звездные предки, забытая мудрость, загляните глубже. Ну вот нас ведут эти звездные предки, эти киты и касатки, наши учителя. То есть это выглядит как эстафета. Да? Учителя дают нам эту энергию, мы посылаем эту энергию тому человеку, который готов. И в принципе все. Сказать, что тут как-то это премудро очень. Можно спросить, например, что происходит с человеком, если он был подключен, а потом, например, не удержался и понизил свои вибрации, он как, что с ним, да, вообще дальше? Насколько это для него потом стрессово, можно ли опять подключить его, ну там как-то так. Посмотрим.
Так, Беркана и Ансус. Манас и Вирт. Тут, видимо, не один вариант, а больше, потому что идет информация противоречивого характера. Смотрю через Таро, потому что информация как будто вилку какую-то делает. Есть такой вариант, есть такой. Так, исток. Угу. Королева мечей. Туз пентаклей. И 8 монет. Нет, тут это никуда не девается. Это невозможно расторгнуть. То есть обратного хода эта ситуация не имеет. Тут единственное, что тебе дадут столько времени, столько информации, сколько тебе нужно, чтобы осознать себя в новом качестве, скажем так. То есть предполагается, что сознание, которое постигнет источник, будет подключено к этому источнику, познает свет, познает истину, не сможет уже от этого отказаться. То есть та часть, которая готова, не сможет от этого источника отказаться. Поэтому для той части, которая не готова, просто потребуется время. И в этот момент, в этот период человек будет находиться в состоянии между. Вот у него будет вот это состояние между мирности. Насколько оно приятное, я не могу сказать, потому что обычно все эти переходные маргинальные состояния – это не очень приятные состояния. Но, в общем, ответ такой, что понизить вибрации, отключиться, то есть та часть, которая подключена, уже не отключится ни за что. Она не захочет отказываться от этого. Она просто будет ждать ту часть, которая не готова. Да. Все будет на паузе. Вот здесь меня немножечко настораживает вот эта пауза в жизни человека. То есть он попадает в какую-то паузу. Он уже не может, как раньше, но он не знает, как по-новому. В его жизни возникает какая-то пауза. Да. 2 раза Торисас, Исса, то есть он как будто бы, не могу сказать, неприятное состояние, как замкнутости. Вот он просто заложник вот этой ситуации, то есть он не может уже отказаться от нее. Ну, как-то мучительно достаточно, неприятно. Здесь все больше нарастает кризис. Я хочу домой. Здесь могут нарастать вот эти состояния. Зачем я здесь? Да? Кризисно достаточно. Да, 10 мечей – это очень большой кризис.
Вот, видимо, таким людям и приходится помогать. Шестерка пентаклей. Да, тройка мечей. Королева монет. Все на паузе. И старые источники дохода, да, все на паузе. И прежний образ жизни. Просто элементарно нужно решать какие-то задачи повседневные, а оно как-то вот не идет. То есть получается, что в жизни человека это время дается ему для того, чтобы он проделал ту часть пути, которую должен он сделать сам. То есть если для пробужденной части сознания необходим кто-то, кто поможет его, да, инициировать, соединить с 5D, то для непробужденной части здесь нужно исцеление, здесь нужно время. И нужна работа того, кто выбрал для себя этот путь. Душа должна трудиться здесь, по-другому никак. 2 предназначения. Работник света, будь собой, служи всему миру. Да, вот приходится, вот прыжок даже здесь карта, прыжок, приключение навстречу переменам. То есть все на паузе и ждет вот этого прыжка веры. То есть человеку нужно осознать, что он работник света, и это уже невозможно изменить. Часть его уже пробуждена и подключена к 5D, а какая-то другая часть должна делать вот этот прыжок веры. Вот, и я думаю, что здесь мы взяли достаточно, то есть мы понимаем, что инициация только происходит, подключение к 5D, всю остальную работу человек делает сам, но очень важно, что мы поняли, что невозможно отключиться, поскольку вот этот высший аспект никогда этого не позволит сделать, для него это смерти подобно. Он будет ждать, пока все части будут готовы, вот это важно. Ну, можно напоследок спросить, как подготовить себя к этому прыжку веры, как сделать этот прыжок веры, что мы можем сделать в таком состоянии, да, раздвоенности, когда мы пребываем. Очень многим нужна эта помощь и поддержка. В принципе, то, чем наша группа, да, я занимаюсь постоянно. Это стать мостом для таких людей. Так, что может помочь такой душе? Так, Луния и Солнце, Савелла. Ну, работа над эмоциями. Здесь вообще надо брать ресурсы из всех вот этих ситуаций. Нужно совершенно полюбить себя, принять мир таким, какой он есть. Ну, это общие фразы, но это правда так. Открыть свое сердце, освободить свой разум и поверить в то, что все это на самом деле не страдание, но это путь души, очень даже плодотворный, что это все позитивные перемены. Пусть даже сейчас тяжело, но перемены к лучшему. Тейвас и Кана. Тут нужна очень большая смелость. Вот пока душа сама себе не скомандует, либо кто-то должен помочь это сделать душе, да, то есть очень промотивировать надо, чтобы человек сказал: все, я иду в новое, больше мне здесь ждать нечего, я раскрываюсь, я раскрываю свое пламенное сердце, я буду тем, кто я есть. Ну, я всегда говорю, что от чего бояться, если вокруг нас только наше отражение, то бояться чего-то, то бояться самих себя. Это очень странно. Бояться себя. Ну вот, 5 жезлов. Тут много работы с эмоциями, прям продуктивно надо разбираться с этим, проживать это все, выгружать, загружать новые коды. Тут активность нам нужна. Да, 3 чаш. Тут замена каких-то привычных, допустим, реакций на что-то, да. Вот, например, человек привык реагировать, у него какие-то реактивные реакции идут
необдуманные, неосмысленные, да, на какие-то вещи. Вот не надо себя винить за эти реакции, просто подумай, почему такая реакция. И все, этого достаточно. Не как надо реагировать, не в том смысле, что надо всегда быть позитивным, радостным, а просто, ну, почему меня это огорчает, почему меня это радует, почему я злюсь. Ну вот на все задавать почему и работать с эмоциями. Больше анализа к эмоциям. Любая реакция, она должна быть очень проработанная. Ну, видимо, потому что в 5D больше отрешенности, надмирности. То есть, если что-то нас где-то задевает, цепляет, то это как раз та самая часть, которой надо осознаться. А наша эмоция подсвечивает нам это. И тут есть над чем потрудиться. Так, 9 монет и 6 жезлов. Ну, такой настрой. Все в тебе, ты можешь все. Ну, акцент на то, что ты создал себе эту жизнь. Это твоя программа, которую ты взял себе сам прорабатывать. Ты сам это выбрал, и никто за тебя это не сделает. И победа, в принципе, главная победа твоей жизни – это победить свои страхи, это превозмочь какие-то свои, ну, низкую там самооценку, какие-то программы, которые тебя ограничивают, ради того, чтобы почувствовать себя солнцем, вокруг которого вращается весь мир. Да? Вот ради этого состояния ты здесь. Вот 20-й аркан суд и император тоже положу, они подряд идут. Тут еще башня рядом тоже положу. Пусть будет вот так красиво. То есть чистки, чистки, чистки. 3 раза чистки из состояния ответственности. Да? То здесь вот этот начинается наш осознанный путь. Получается, что в каком-то смысле все самое интересное у нас только начинается. Так, ну давай еще вот отсюда, что поможет. Очень много медитаций как раз очистительных мы делаем в зеркальные даты. Поэтому наши жреческие практики проходят регулярно как раз для этого. Так, ну, 17-й аркан звезда. Мечта, надежда, вера. Все благоприятствует вашим планам, верьте в свою счастливую звезду и смело следуйте за мечтой. Это аркан предназначения, благословения высших сил. И вот это состояние прыжка веры, то есть я верю в то, что меня ведут, в то, что все происходит абсолютно по разумному плану, нет никакого хаоса. Если я в чем-то вижу хаос, неразбериху, значит, это просто моя неосознанная часть так это видит. Но высший мой аспект понимает, что все под контролем, все нормально, все по воле высших сил, ничего страшного не происходит. Да, тут на обороте у нас вот 18-й аркан сомнения. То есть самое главное – это работа вера и сомнения, да, вот эти вот 2 энергии. Поскольку человек еще пока только наполовину активирован, да, в 5D, какая-то его часть сомневается, какая-то, конечно, верит. И вот какая-то по очереди они эти части, да, побеждают одна другую, но в конечном счете победит, конечно же, любовь. Ну и напоследок совет высших сил для путников, которым вот как раз сейчас нужно совершить свой прыжок веры. Прямо для тех, кто сейчас в этом нуждается. Мария Ментаки, потенциал, встреча с бессознательным. Наверное, даже прочту. Так, 134, это у нас 8, да? Нет? Да. Так, 134. Мария Ментаки, потенциал, встреча с бессознательным. Считается,
что поверхность планеты Ментака покрыта кристально чистой водой. Настолько чистой, что можно увидеть дно, даже если до него многие-многие мили. Эта карта олицетворяет кристальную ясность потенциала и возможностей. Речь идет о способности видеть потенциал в каждом человеке и находить возможности в любой ситуации. Вероятно, это ваша природная черта или знак того, что что-то, что вы сейчас делаете, имеет огромное значение. Считается, что ментакцы – это коллективная галактическая раса, которая видела свет во всем и во всех. По словам Карла Юнга, если мы не осознаем, что происходит у нас внутри, то извне нам кажется, что это судьба. Вода в наших снах часто означает бессознательное. Появление этой карты может означать, что вам предстоит выявить неосознанные мысли и желания, о которых вы прежде не подозревали. Постарайтесь найти их в глубинах своего разума и достать на поверхность. Вы готовы к этому? Послание карты. Как мне научиться находить возможности в возникающих ситуациях? Какие неосознанные мысли и желания мне предстоит выявить? Ну вот это то, что я и сказала. Работа с эмоциями, с потенциальным бессознательным нашим. То есть вот здесь самое время на разборы, на личные консультации, на разборы, на медитации, на все вот это приходят люди, которые уже частично активированы. То есть сейчас мы лучше понимаем, что путники – это всегда уже включенные в 5D решетку сознания. Просто дальше начинается осознанная работа над собой. Вот что мы поняли из всего. И мы поняли, что никогда в жизни душа уже не откажется от этого источника. Какая-то часть тебя будет все время проситься домой, к звездам. Поэтому я думаю, что это многим поможет. И я благодарю за вопрос. Благодарю. Вот. И такой вот пошел у нас ответ. Я предлагаю вам всем принимать участие в наших коллективных практиках, которые регулярно проходят в нашей жреческой группе Беркана. Пишите мне в личку, под видео вы найдете ссылочку на сайт, на котором вы можете прочитать, как это проходит и как принять участие в наших коллективных практиках. Ну а также вы можете записаться на личную консультацию. Люблю вас, целую, нежно обнимаю. Ваша Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.